оканчивала Вологодский государственный университет по специальной юриспруденции. Вторая специальность у меня менеджер высшей квалификации стратегическое управление предприятиями Санкт-Петербургской академии управления и экономики. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Значит, скрипты для водителя, как построить беседу и подключить мотивированного водителя. Значит, я считаю, что это тренинг активных продаж. Как известно, выживают только те, кто развивается. Поэтому мы с вами здесь собрались для того, чтобы очень активно развиваться. Что сейчас происходит? И почему сейчас у нас не получается развиваться? Потому что очень многие испытывают психологические барьеры. Да? Что не устраивает, как-то вот не получается. Я не чувствую в себе сил для того, чтобы начать активную работу. Почему же это происходит? Нам просто не хватает компетенций. Что же такое компетенция? Компетенция – это определенные навыки и умения, которых нам не хватает. Самое главное и самое важное – это знание продукта. Насколько хорошо мы с вами знаем свой продукт. Почему родился этот тренинг? Потому что очень часто ко мне обращаются партнеры, водители, пользователи, они не понимают, то есть они уже наши. Мы уже подключили их, но они не понимают, что делать дальше. Не понимают, как пользоваться, где какие кнопки, как создавать заявки. И фактически эти люди брошены. Так как они брошены, приложение не работает. Нет заказа, нет водителя. Несмотря на то, что на сегодняшний день, я думаю, вебинар вы все смотрели, да, 20 тысяч скачиваний. Люди-то где? Люди просто растворились. Потому что вы, которые подключали и должны подключать, не доработали. Не доработали, ваши не доработали. Вы для себя должны понять самое главное. Зачем я здесь и что я хочу? Если вы сюда пришли на пассивный доход и будете сидеть и ждать, пока работают другие, конечно, вам не место здесь, на этом тренинге. Но если вы пришли сюда для того, чтобы активно развивать водительские структуры и зарабатывать на этом, и это будет вашим основным доходом, примите себе как данность, что это ваша работа. И вашу работу вы должны знать очень хорошо. Представьте себе, например, вы подключили 100 водителей. 100 водителей по анонсированному маркетингу – это 12 тысяч рублей в месяц. Подключили 500 водителей. 500 водителей – это 60 тысяч рублей в месяц. Скажите, пожалуйста, за 60 тысяч рублей в месяц вы должны знать свой продукт? Что именно вы продвигаете? Вы должны работать с теми водителями, которые эти 60 тысяч рублей вам заплатят. Почему же вы этого не делаете? Вот именно за этим мы сейчас и будем разбираться. Итак, основное знание продукта. То есть ваша задача входит ознакомиться со всеми маркетинговыми планами, не на бегу, а сесть и внимательно почитать, что такое приложение, разобрать его лично, оттестировать со своей командой, как именно происходит в заявке, посадке, прокатиться. Вы со своей командой для ваших водителей создать должны демонстрационный материал. Что это такое? Вы в приложении должны иметь историю заявок, исполненных как от водителя, так и от пассажира. Соберитесь со своей командой, группой и выполните эти тестовые поездки, чтобы вы всегда на любой встрече могли показать: вот у меня в приложении есть уже исполненные заказы, исполненные поездки, и выглядит это вот так. Сейчас, когда приходите на встречу, вам фактически нечего показать людям. Вы сами не пользуетесь, вы не можете ничего продемонстрировать, все на словах. Я не зря показала вам тренинг перед этим, да, что не нужно никому ничего рассказывать, что я там куда-то добежал до таксфона. Нужно показывать результаты. Результаты – это работа вашего приложения. Это поездки. Нужно понимать, что мы здесь все ждем не абонентских плат. Абонентские платы – это то, что к вам придет. Мы все ждем поездок, чтобы это ездило. Значит, нужно было. Что еще?
должен обладать определенными навыками. Что такое навыки? Это преодоление ваших, во-первых, психологических барьеров, что я не могу подойти к человеку. Да? Вы можете, и не нужно ожидать того, что вам кто-то откажет. Да, откажет. Все в 50% случаев вам откажут. Просто потому что это нормально. Не может быть стопроцентного согласия. Это нужно принять как данность, относиться к этому соответствующе и страх свой погасить. Что вы должны, какие навыки должны быть еще? У вас должны быть заготовленные заранее, отработанные возражения, отработанные компетенции, преимущества. То есть что именно вы можете транслировать людям. Не нужно выдумывать на ходу. Вы должны прийти на встречу совершенно готовым. Понимание бизнеса клиента. Что это такое? Это очень важная составляющая. Как только вы не понимаете, куда вы пришли и что именно нужно человеку, с которым вы общаетесь, тому же водителю или пассажиру, вам нечего предложить. Получается, что вы разговариваете на разных языках. Вы ему говорите, как у нас все замечательно и круто, и не можете человеку доказать, потому что не знаете, в чем нуждается. Для того, чтобы пройти эту стадию, в специальной группе собираются возражения, либо в чатах. Достаточно большое количество мест, где собираются возражения. Вы должны сесть, потратить время, изучить возражения, изучить типовые ответы, найти эти ответы в своей душе. Если вы их не нашли, обратиться к наставнику вышестоящему. Да? Можете обратиться напрямую ко мне, если у вас какая-то сложность. Очень многие обращаются, и я стараюсь объяснить всем, дать эти инструменты, дать вам скрипты, чтобы вы чувствовали себя уверенно на встрече. И четвертая составляющая продвижения – это управление проектом. Для того, чтобы вам очень эффективно двигаться, вы должны понимать динамику свою. Поэтому вы должны фиксировать, какое количество звонков вы сделали, какое количество объявлений разместили, какое количество встреч прошло, сколько у вас отказов, сколько у вас согласий, сколько подключений. Зачем это нужно? Вы в любой момент времени будете видеть, есть у вас динамика, рост, наращивание вашей компетенции, и в какой момент именно вы страдаете. Например, у вас отлично получается размещать объявления в интернете, а звонки не получаются. Значит, если вы хотите усилить это, нужно поработать над своими скриптами по звонкам. Значит, для того, чтобы вы эффективно двигались, вы должны понимать, в какой стадии развития бизнеса вы сейчас находитесь. Это очень важно. На данной схеме жизненный цикл товара. Жизненный цикл товара, он есть у любого совершенно продукта. Любой продукт, любой товар рождается и умирает. Мы сейчас с вами находимся в стадии внедрения. Мы с вами очень близко подошли к границе внедрения и роста, но мы ее не перешли. Мы еще не перешагнули. Мы уже не на нуле. У нас уже есть с вами продукт, уже есть что продавать, есть что предлагать, есть даже уже опыт использования потребителями, но нет роста. Почему же у нас его нет? Потому что мы что-то с вами делаем не так. Где-то что-то не дожали. Давайте посмотрим, что. На этом этапе сбыта прибыли нет. А на этапе роста прибыль есть. Откуда же она берется? Давайте посмотрим следующий слайд. В этой таблице мы видим, каким образом товар продвигается в зависимости от стадии своего развития. Нас интересует сейчас первая колонка. Что же нужно сделать, чтобы перейти в следующий этап? Этап выведения товара на рынок. Это реклама. Какая она должна быть сейчас? Мы с вами не можем прийти и сказать там, купи Пепси. Все знают, что такое Пепси? Купи таксфон. Все знают, что такое таксфон? Насколько вот это по весу сопоставимое вроде бы, что такое Пепси? Это не подушка, не машинка, да? Просто бренд. Насколько они сопоставимы сейчас по узнаванию? Значит, что мы должны с вами делать? Самое главное – формирование осведомленности. То есть любой человек, который не знает, что такое таксфон, вы должны доносить, что таксфон – это мобильное приложение, и полностью от и до давать презентацию по продукту.
где какие кнопочки, куда нажать, как скачать. Поверьте, когда мы перейдем в стадию роста, видите, формирование осведомленности нет следующей стадии. Это говорит о чем? О том, что бренд узнаваемый, и достаточно просто сказать «скачай таксфон», и люди его скачают. Они уже будут знать, как это сделать. Поэтому наша с вами основная задача рассказывать и рассказывать в глубину. Как именно мы это делаем? Зачем мы это делаем? Что для нас делает компания? Компания нам стимулирует рынок сбыта. Каким же образом? Полезны для опробования товара потребителям. То есть у нас сейчас не взимаются неабонентские платы, скачивание бесплатно, подключение бесплатно, исправление багов всех, да пожалуйста. То есть компания сейчас проводит активное тестирование пользователя. Кроме того, имеются бонусные программы за подключенного каждого пользователя, есть бонусная программа для водителей. Об этом всегда нужно говорить. Если вы своим потенциальным водителям не скажете об этих программах, они не будут этого знать. И это нормально, потому что у нас сейчас такая стадия развития. Личная продажа. Что такое личная продажа? Некоторые думают, что это MLM. На самом деле личная продажа, она есть совершенно в любом бизнесе. Например, для того, чтобы Билл Гейтс продал изначально свою операционную систему, он лично, многократно оббивал все пороги всех компаний, которые производили запчасти для оборудования, да? Железо. Всем, каждый лично ходил. Не дал рекламу, что он такой молодец, изобрел продукт. Да? И мы сейчас с вами должны сделать то же самое, лично. Как строится личная продажа? Личная продажа цепляет ваших потенциальных потребителей, да, только тем, что цепляет лично вас. Вот если вы не знаете преимуществ, не знаете, что это такое, вы не сможете человека зацепить. Просто потому, что вы не сможете ему донести. А что же именно вас привлекает? Если прелесть личной продажи, несмотря на то, что она очень дорогая. Почему она дорогая? Потому что это какой-то конкретный человек, который потратил свое время. Минута человеческого времени очень дорого стоит. То есть нельзя сделать формирование осведомленности просто рассылкой в интернете. Вы ее никогда не сформируете. Это можно сделать только личным контактом. Именно поэтому компания сейчас вам вкладывает в вас деньги. То есть фактически то, что вы получаете при покупке лицензии, вот этих вот бонусов, да, процентов с водительских структур для компании, это расход на рекламу. Это реклама. Вы такой же точно рекламоноситель, как билборд. Понимаете? Как рассылка в сети. Просто более эффективный, более заинтересованный. Пропаганда. Пропаганда, опять же, это что? Это везде и повсеместно всем распространение. Да? То есть не специализированные какие-то ролики, да? А растечение информации. Но опять же, информация должна растекаться какая? Не ой, всех таксфон, да? А мы должны сначала объяснить людям, что такое таксфон, да? То есть это опять же формирование осведомленности о продукте. То есть наша с вами задача именно это сформировать. Мы снова видим этот график, жизненный цикл продукта. Теперь мы его применяем относительно к потребителю. Какие на нашей стадии внедрения потребители нашего продукта? Это новаторы. Вот мы с вами, все, кто здесь собрались, новаторы. То есть мы чувствуем, что эта новинка может выстрелить. Вот таких вот чувствующих всего 2,5%. Новаторы склонны к риску, имеют высшее образование и пользуются разнообразными источниками информации. Это говорит о чем? О том, что такой человек самостоятельно формирует свое мнение. Кто такие ранние последователи? Мы тоже должны их захватить. Они у нас в самом начале стадии роста уже есть. Их 13,5%. Это лидер в своем окружении. Например, как понять, лидер этот человек или нет? Вы все очень хорошо знаете своих друзей. Да? И прекрасно понимаете, что, например, вот сосед Вася руководствуется мнением своей мамы. И вот мама для него как раз тот самый лидер, который формирует мнение вокруг.
Понимаете, да? И вот такие вот, и разговаривать на этой стадии мы должны именно с такими людьми. Кто такие ранее большинство? Это вот как раз те, которые побежали за ветками. Да? То есть когда уже есть результаты, уже все работает, уже все замечательно, все хорошо, и начинается массовое наращивание потребительской базы. Это то, про что Семенова говорит, что вы не заметите, как это вырастет. Потому что в один прекрасный момент проходится вот этот порог, и это начинает здесь вот так. Что вы просто сказали таксфон, и это все полетело. Они осмотрительные, имеют много неформальных социальных контактов, да? Но при этом не формируют мнение. Кто такое запоздалое большинство? Запоздалое большинство – это те, с кем вы встречаетесь чаще всего. Это настроенные эстетические люди, социальное положение и уровень дохода достаточно низкие. И люди, которые боятся потерять работу, несмотря на то, что она плохая. Да? Не нужно сейчас втягивать вот в таксфон таких людей. Им можно предложить, говорить, ну, пользователям. Ну, скачай, там, будет, возможно, такси, вызовешь. Да? То есть для нас это пассажиры на сегодняшней стадии развития. Отстающие, ну, это понятно. Да? Это те, у кого на сегодняшний момент нет даже мобильного телефона. Вот мы с вами посмотрели, да, что есть огромная вот эта вот масса людей. Воронка продаж. Что это такое? Это технология. Она есть в любом совершенно бизнесе, в любом продукте, которая позволяет нам понять, как из этой массы получается один-единственный потребитель, который нам нужен. То есть мы видим какую-то массу, вот они уже выделены в зеленой графе. Выделены чем? У них сформирована осведомленность. То есть есть большая масса людей, которые ничего не знают вообще о таксфон. Среди них выделился уже какая-то группа, которая про таксфон знает. Как же сделать так, чтобы вот это просто знание перешло в пользование? Наша стадия – зарегистрироваться прямо сейчас. То есть мы этому человеку должны донести все плюсы, минусы, рассказать, что где и как, помочь скачать, и вот он перешел на вторую стадию, зарегистрировался. Человек зарегистрировался. Стал ли после этого нашим водителем? Нет. Я вас удивлю, не стал. Почему не стал? Потому что он раз попробовал, у него ничего не получилось, он все это удалил и забыл. О чем это говорит? О том, что мы с вами в контрольной ситуации не доработали стадию. Любой новый потребитель в новом продукте должен иметь обратную связь. Ему нужно позвонить, попросить, а как? Есть ли проблемы? Нету. Все ли получилось? Получается ли возить? Об акциях им рассказывать. И вот когда у вас водитель совершил первую свою поездку, вот, например, я на такси достаточно часто сейчас езжу на таксфоне, практически у всех я первый пассажир. Вот он совершает вот первую поездку. Совершает первую поездку, и вот после этого он может стать нашим водителем. То есть он до конца прошел все стадии продукта, получил личный опыт использования, который может транслировать. Наша задача, чтобы у него чтобы он попал в кольцо повторных покупок. Что это такое? Кольцо повторных покупок. Это значит, что он возит и возит, и возит, и возит, и принимает заказ. На какой-то стадии это значит, что он понимает, зачем это, что это, выгодно ему от этого. Понимаете? То есть он до конца разобрался. Только такой водитель, который находится в кольце повторных покупок, будет вам платить абонентскую плату. И только отсюда вы получите свои 12%. Кто это должен делать? Кто должен вести человека по воронке продаж? Компания заключает с вами договор. Она вам продала лицензию, чтобы вы этим занимались за определенный процент.
Компания таких функций на себя не берет. Поэтому вы должны сейчас четко для себя осознать, что делаю лично я для того, чтобы получать абонентскую плату. Понимаете? Теперь, что же у нас за продукт? Кто это? Наш конечный потребитель. Это водитель. Нам требуются водители. Все ли водители нам требуются? У нас есть какая-то масса водителей, но требуются нам не все. А как же выбрать того водителя, который именно наш? Нужно провести таргетинг, выбрать свою целевую аудиторию. То есть кто именно нам из всей массы водителей интересен. Права на самом деле есть больше, чем 50% совершеннолетних граждан нашей страны. Но они же не все наши водители. Есть вот такой интересный водитель. Это кто, как вы считаете? Профессионал. Но что это значит? Работа таксиста, его работа. То есть это наемный сотрудник какого-либо таксопарка, который ездит на машине, принадлежащей таксопарку. Наемный профессиональный водитель. Как вы считаете, входит ли он в нашу целевую группу? Да, нет и почему? Нет. Нет, скорее всего. Почему? Но мы можем подключить таксопарк, тогда входит. Он на машине. Мы сейчас говорим о персональном подключении. Потому что он работает по графику, он зависит от своего работодателя, а он получает зарплату, там, процент. Нет у него личной машины. И машина, естественно, казенная. У него свои диспетчера. Нет, У него есть обязательства. Вот кто был на прошлом тренинге, помогайте. Этого человека полностью что? Контролирует. Право выбора заказа. Он не имеет права выбора заказов, он не имеет права изменения маршрута. Дело не в том, что там диспетчер, да? Ну и что диспетчер? Поступила заявка, он следующую заявку свою ждет 2 часа. У него есть 2 часа. Теоретически он может возить по приложению таксфон, но он не будет этого делать по той простой причине, что машина находится в чужой собственности и полностью контролируется ее местонахождение. Это вначале было очкует. На всех машинах таксопарков стоит GPS-поиск. Да? То есть диспетчер в режиме реального времени видит свою машину и понимает, она стоит, ждет у него заказ или поехала на Ливак, на чужую собственность. Да? Поэтому мы считаем, что если вы встретились с таким водителем, но не нужно же от него убегать, ему нужно дать всю информацию и сказать, что именно он может, какие выгоды с таксфоном приобрести себе сейчас. То есть прямо сейчас он может набирать свою пассажирскую базу, рекомендовать приложение. И когда он понимает в определенный момент, что с его клиентской базы, с таксфона, заказы поступают чаще и лучше, чем от собственного агрегатора, это дает ему возможность сесть в свою машину. Понимаете, так? Следующий у нас водитель. Как вы считаете, кто это? На своей машине. Везет, да? Значит, это... Значит, это водитель-совместитель на собственном автомобиле. Почему водитель-совместитель? Да? Потому что он может совмещать работу на какого-то конкретного агрегатора, но на своей машине. Он может совмещать любые приложения мобильные, какие хочет, потому что данный человек работает в основном на себя. И это наша основная целевая аудитория. Именно для них фактически разработано приложение. С этим человеком вы должны, естественно, отобразить те плюсы таксфона, которые нужны именно ему. Именно ему нужен отказ от оплаты агрегатором. Именно ему нужна прямая связь с пассажиром и возможность поторговаться. Именно ему нужно формирование своей собственной пассажирской базы. Потому что он ездит на заказы постоянно, для него это основной вид заработка. Понимаете? Можно следующий тур? Вот такой молодой человек, он нам улыбается. Кто он? Ну, на дороге остановились, да? Вот он остановился на дороге и хочет нас подвезти. Это водитель-попутчик. Является ли он целевой аудиторией таксфона?
Да? Прямой. Конечно, он является. Но что мы ему можем предложить? Насколько сопоставим, да, возвращаемся к нашему кольцу, да, вот этому целостному шару. Что мы ему предлагаем? Какие потребности мы должны его удовлетворить? Да? То есть мы должны знать своего клиента, с которым обращаемся. Мы ему говорим о том, что он может возместить часть своих затрат. Именно для этого ему нужно приложение. У него нет таких проблем, как у водителя-совместителя. У него нет агрегатора, который снимает с него проценты. Да? У него, может быть, нет необходимости в постоянной клиентской базе. Он там, не знаю, один раз поехал на дачу пустой и решил захватить с собой попутчика. То есть мы именно эти преимущества ему и даем. Где у нас водитель-попутчик? Кто это такой? Это наш с вами ближний круг. Не у каждого у нас в семье есть профессиональные водители, таксисты или водители, которые постоянно, регулярно потаксовывают. Но у нас в большинстве своем каждый друг на машине. В каждой семье по 2-3 машины, то есть каждый на машине. И вот эти люди составляют целевую аудиторию водителей-попутчиков, которым нужно доносить, что ты можешь поехать на работу и захватить с собой и отбить свои затраты. Видим. Следующая целевая группа у нас. Такой волшебный дядя. Все видели? Кто догадается? Значит, почему в метро? В метро. Отстойщики. Где Такой, угодно. такой дяденька может, он стоит в том месте, где приезжают туристы. Те, кто не знает город, не знает цен, не знает маршрутов, это всякие вокзалы, это могут быть аэропорты, все что угодно, да? Что он делает? Я вас с ветерком по маршруту за 500 рублей привезу за 5000. Легко и непринужденно. И он стоит и ждет этого лоха целый день. У него. Он взял один заказ, он заработал. Все. Больше ему не нужно. Если у нас вот эти вот 3 группы водителей для того, чтобы заработать там, 5000, они откатывают там, до 40 заказов в день, то вот этот взял один и заработал. И это тоже бизнес. Относится ли он к нашей целевой аудитории? Нет. Нет. Честно говоря, нет. В меньшей степени. Если вы встретились с таким человеком, Ленивый, очень ленивый. В качестве отстающего большинства идет. отлично. Умела отработать. Я вижу, работает тренинг, есть знания. Значит, у нас данный водитель придет к нам в любом случае, но когда? Потом. Когда у всех в телефоне будет таксфон, и для того, чтобы выбрать машину на вокзале, нужно просто нажать одну кнопку. И этот человек останется голодным, потому что никто к нему не пойдет. Вот именно только тогда этот человек пойдет в таксфон. Не нужно тратить на него свое время сейчас. Вы можете ему рассказать, сказать, что там есть такое приложение, но как только вы поняли, что он бомбила, не тратьте. Это не нужно. Ни ему, ни вам. Можно следующий слайд? Теперь я хочу вам рассказать о том, как нужно доносить до водителей и пассажиров, что такое попутные перевозки в таксфоне. Очень многие задают этот вопрос. Ну, где же обещанный Блаблакар? Где? А все очень просто на самом деле. Что такое Блаблакар? Мы заходим заранее, потому что это обычно междугородная поездка. Сидим, выбираем маршруты, выбираем водителя, звоним ему, договариваемся на определенное время, еще собираем там команду. Насколько это удобно в городских перевозках? Вот вы поставьте себя на место пассажира. Я, как пассажир, должен выйти, найти там кого-то, просмотреть десяток маршрутов. Зачем? Мы работаем в режиме такси. У нас подача машины 5-10 минут. В идеале, да? Мы же все к этому стремимся. За 5-10 минут сколько можно маршрутов в Блаблакаре отсмотреть? Поэтому реализована здесь данная функция по-другому. Реализована она здесь радиусом заказа. Давайте все вспомним, какой у нас радиус заказа. 3 километра? 10 вроде. 10 будет 5. Вроде так говорили. Молодцы. Сейчас 10 будет 5 километров. Радиус заказа. Значит, вот у нас стоит машинка. Вот у нее радиус. 5
здесь конкретно нарисовано? 10 5 пирамид? Есть. Ну, здесь 10 это диаметр стоит. Ну, как бы здесь конкретно километр к радиусу. А мы видим, что вот часть заявочек у нас попала в кольцо, в радиус заказа. И у нас здесь попутные перевозки идут от водителя. Водитель увидел, сколько ему ехать до пассажира, сколько маршрут, в какую сторону, посмотрел его на карте, и он понимает, что ему по пути. Он может взять этого человека. И машинка у нас поехала. Можно следующий слайд? Машинка у нас поехала. Радиус заказа сместился. Машинка поехала у нас дальше. Радиус заказа сместился. Поняли, да? То есть он взял кого-то на севере по пути, довез, высадил, у него следующий радиус заявок. Именно со стороны водителя идут попутные перевозки. Это в разы ускоряет процесс. Потому что если водители, допустим, в Санкт-Петербурге будет 500, им проще попутного пассажира взять. Понимаете? Ему не нужно ехать куда-то за 9 земель. Он посмотрел, вот у него заявка, вот, в соседнем доме. Он его взял и поехал. Можно? Итак, что же нам сделать, чтобы найти нам все-таки водителей? Да? Путей есть несколько. Самый простой путь и самый безопасный, не нужно встречаться, практически не нужно разговаривать с людьми, это размещение объявлений. Что же мы делаем, чтобы наши объявления работали? И где их вообще мы размещаем? Можно? Есть, допустим, доски объявлений. Можно разместить здесь. То есть мы делаем приглашение на работу для водителей и размещаем его на различных досках объявлений. Чем, допустим, нравятся мне доски? Досок засчитанное количество, их очень много. Можно посидеть, повыбирать там тарифные планы, количество сайтов обрабатываем. Значит, что нам дают доски? Это одномоментная рассылка на все-все-все возможные ресурсы одного и того же объявления, которое вы заранее сформировали. За счет того, что это идет групповая такая работа, там есть значительные скидки по количеству размещений. То есть если бы вы шли целенаправленно по каждому сайту отдельно. Обычно в таких досках есть и платные, и бесплатные, всякие разные сайты. В частности, вот здесь предложение идет на 100 сайтов одновременного размещения. Можно следующий? Вот примерно такого плана можно давать объявления. Это реальное объявление с интернета, немножко переделанное под таксфон. Оно логичное, оно понятное. То есть мы должны понимать, что водитель у нас будет работать. Соответственно, должно быть объявление о работе, о том, что он получает, где и зачем. Вы сюда разбавляете вот это сухое объявление своими эмоциями, то, что лично вас цепляет. Какие-то такие плюсы от сердца к сердцу, что лично вас зацепило. Обязательно посмотрите при самостоятельном подключении в системе менеджер перезвонит вам для прохождения процедуры верификации. Зачем это нужно? Вот у вас подключился водитель по такому объявлению. Его нельзя бросать, с ним нужно начинать работать. Вы его увидите в своей системе. Позвонили человеку и сказали: я вас вижу в системе, я ваш менеджер, меня зовут так-то, так-то. Я готова провести вам обучение по приложению, по пользованию, ответить на ваши вопросы. То есть полный дать курс. У человека должна быть обратная связь. Всегда. Можно дальше. Значит, это социальные сети. Мы видим, это просто поиск ВКонтакте сообществ. Вот я начала набирать там попутчик, да. Результат поиска 17 тысяч групп. 17 тысяч групп. Я вам не рекомендую вступать в обсуждение. Это не нужно. Если вы начнете вступать в обсуждение, допустим, открываете группу, начинаете каким-то людям писать отдельным, происходит что? Вас блокирует контакт за спам сразу же.
И очень маленькая эффективность. Ну, скольким людям вы сможете пообщаться за день? Ну, 20 человек, ну, 30. 20. Там 10 хотя бы успели. Ну, я имею в виду, 20 объявлений вы можете послать, еще 20 там откомментировать, и дальше у вас контакт заблокируется. В общем-то, вы больше не сможете делать рассылку никаким новым пользователям. Да? Значит, я вам рекомендую делать в таких группах. В основном они все целевые и все работают с рекламой. Можете следующий? Вот это пример объявления в сети. Ну, есть, висит. Мы видим, что оно размещено 21 октября 2017 года. То есть на сегодняшний день объявление всего-навсего 20 дней. Я вас прошу обратить внимание вот сюда. 36 тысяч просмотров. 36 тысяч просмотров. Причем контакт считает только уникальных пользователей. Если один и тот же человек вас посмотрел 10 раз одно и то же, у вас просмотр будет стоять один. 36 тысяч уникальных пользователей посмотрели данное объявление. Мы можем посмотреть на комментарии. 400 комментариев. Да? Среди этих комментариев там чего только нет. Там грязи выливается невероятное количество. Но мы все должны помнить о том, кто такой водитель. Водители идут не от хорошей жизни. А в основном это люди, у которых среднее образование, дай бог, что было закончено, 9 классов. И, соответственно, они остались на том уровне подростковой своей активности. То есть переход на личности, агрессия. Вы же не, что с ребенком не отказываетесь общаться, да? Вы его игнорируете в этот момент. То же самое нужно поступить здесь, да? То есть если у вас в такое объявление посыпался какой-то негатив, просто его проигнорируйте, нажмите кнопку оскорбления и все. Никакой вашей ответной реакции больше не должно быть. Как только вы начинаете на такие объявления опускать, переходим на уровень «сам дурак», да, и это сразу показывает вас как некомпетентного человека, не бизнесмена. Вы просто сразу себе снизили уровень. Сами. А можете подсказать, как группа называется? Не видно, чтобы посмотреть пример объявления. Вот именно это Да. написано подслушано у таксиста. Спасибо. И будут слайды, как бы они уже есть в группе по обучению. Можете потом все посмотреть, поближе там просматривать. Значит, что еще хочу сказать по вот этому объявлению. Если в комментариях все-таки встречаются какие-то нормальные вопросы, действительно, вы видите интерес, либо даже если те самые тролли, они вас начинают провоцировать, но задают правильные вопросы по продукту, вы должны на них отвечать. Почему? Этот тролль он отвалится, другой пользователь, который увидит ваше объявление, он прочитает ваш ответ грамотно и будет все равно позиционировать вас как компанию. Понимаете, да? Поэтому если хоть какой-то вопрос вы видите по продукту, отвечайте на него полностью, развернуто, формируем осведомленность. Можно дальше? Значит, вот это очень такой большой слайд, да? Что же такое реферальная сеть? Кто знает вообще, что такое реферальная сеть? Вот. Я Ну, вижу по даже ссылкам реферальным, да, имеется в виду? Да. Значит, смотрите, что такое реферальная сеть? И почему, вообще, как работает таксфон? Реферальная сеть – это зависимые между собой пользователи, подключившиеся по определенному коду, ссылке, и получившие, тот, кто подключает, реферал, да, он подключает за определенный бонус. Где-то в каких-то магазинах от скидочки, где-то какие-то процентики, где-то какие-то в игре, например, там подарочные меню или еще что-то, да. В таксфоне, соответственно, свои бонусы. Это у нас 10 рублей за каждого подключенного пользователя, либо если у нас в своем франшизе подключается водитель, в зависимости от его уровня, мы получаем процент. То есть мы с вами тоже строим реферальную сеть. Кто же такие? Нам с вами интересны люди, которые привлекают рефералов постоянно. Их можно найти в сети и обратиться к ним. И предложить им участвовать в таксфоне, и предложить им франшизу,
и учитывая, что они постоянно занимаются привлечением рефералов, им это будет интересно. Они это умеют все делать. Это блогеры. Все знают, кто такие, да? Пишут статьи, снимают видео на совершенно любую тему. Если у вас в ближнем окружении есть такой блогер, можно ему сказать, да можно я, пожалуйста, в твой ролик просто поставлю ссылку. Вот без описания. Вот просто ссылку и вот что это ко мне. Что там все вопросы вот сюда. И я вас уверяю, вот в этом тексте, который дальше дает блогер в описании, там много-много-много всяких разных ссылок, да, и будут приходить пользователи по такой ссылке тоже. Вот мастера, которые думают, как монетизировать ресурсы, которые предлагают вам на своем сайте разместить рекламу. К ним тоже можно обращаться. Они делают под вас встроенную кнопочку, которая может выбросить на ваш ресурс, на вашу страницу ВКонтакте, на лендинговую страницу. Да? У нас можно завести страницы визиток неограниченное количество на любом сайте и совершенно бесплатно. Что у нас еще есть? Пользователи социальных сетей. У нас у всех есть какие-нибудь фейсбуки, какие-нибудь инстаграмы, мы постим завтраки, котят и все остальное, все их лайкают. Да? И вот там, вот хоть под каждой фотографией с котенком, можно ставить свою реферальную ссылку, пользователи будут приходить. Пользователи форума. Кто это такие? Это целевые аудитории. Но если вы новенький и не являетесь пользователем форума, не имеете истории, идти туда и начинать какую-то рекламу не нужно. То есть пользователи форумов – это те, кто постоянно там общается, задает вопросы. И в определенный момент он может этим же пользователям форума сказать: а вот новая тема появилась, давайте обсудим. И это будет воспринято промчанно всем, нормально. Понимаете? И оттуда может прийти очень большое количество водителей. Допустим, очень многие, я думаю, мужчины общаются по поводу запчастей на машину, на свою, на движочек, как прибирать, еще что-то, да, то есть как бы каждый общается на своем форуме. И вот там, в любом форуме, вплоть до того, что мамочки общаются там между собой там на детском форуме, в любой форум можно внести: слушайте, вот принесли новую тему, давайте обсудим. Как это будет выглядеть как пользователь. Обсуждать нужно на форумах как пользователь. Ну и просто друзья, да, то, что наш ближний круг, с которым мы работаем сейчас. Следующий слайд. Итак, все, закончили мы с вами дрожать, и мы идем к людям. Идем к людям. Вот знакомая ситуация, да? То есть я хочу причинить добро, а люди от меня разбегаются просто во все стороны. Почему же так происходит? Давайте следующий слайд. Итак, слайд большой, текста много, я вам его озвучу. У вас должна быть легенда. Обязательно. Когда вы идете на встречу, у вас должна быть легенда. Легенд может быть много. Я вот здесь предложила два варианта. Первый вариант – это когда вы тоже таксист, но из другого города. Не знаю, вот ходим мы по Питеру, я вот с Воронежа приехал. Как у вас таксисты? Есть ли заказы, что-то по деньгам получаете, а у меня вот столько-то, да? Но для того, чтобы поддержать разговор, вы должны легенду очень хорошо проработать. Если вы из Воронежа таксист, вы должны знать, сколько таксист в Воронеже получает, да? Хотя бы. Для того, чтобы поддержать разговор. И когда человек начинает с вами разговаривать, он говорит: а вот в Воронеже вот таксфон заходит, а вот тут не заходит, а вот давайте я вам расскажу. Понимаете? И как бы сделать такой мостик перехода и дальше провести презентацию. Вы можете взять за основу вторую легенду, что вы официальный представитель компании. Ну, здесь текст, да? Я региональный представитель международной группы компании «Таксфон». Компания пришла к нам из Швейцарии. В настоящий момент проводятся акции по бесплатному подключению водителей такси и попутчиков. Ну, готов вам рассказать процедуру подключения. На все время тестового периода пользования бесплатно. Если не понравится, потом можно без потери отключиться. Это правда? Правда. С первого до последнего слова рассказать ее несложно и не трудно. Но когда это все сформировано вот в такое предложение, оно очень значимо выглядит. Вы по внешнему виду своему должны соответствовать либо одному образу, либо второму. Понимаете? Еще что самое главное, это настроение, с которым вы идете к людям. Если у вас что-то болит, что-то беспокоит, не надо идти к людям.
посидите в интернете. То есть вы должны на людей выплескивать просто эйфорию, делиться своей радостью с людьми. Да? Никому не хочется с бледно заикающимся человеком разговаривать. Вы должны быть уверены в каждом своем слове. Давайте дальше. Значит, структура разговора. Это те вопросы, которые должны быть заданы обязательно. Как вы их зададите, в каком порядке, с каким контекстом. У нас в группе есть домашнее задание, которое никто не сделал. Вы бессовестные, ругаюсь на вас. Никто. Потому что пришли вечером и сделали. Значит, что это такое? Это ваша структура разговора. У вас должны быть заготовлены заготовки. Ни один экспром не может быть без подготовки. У вас должны быть фразы. Какое домашнее задание размещено в группе? Вы должны по вот этой вот структуре разговора на каждую часть предложить 2-3 варианта. То, что вы готовы сказать. Отточить эту фразу, чтобы она красиво выглядела, была понятная, без запинок, без повторений. После этого вы задаете ее в рандомизатор текста, можно следующий. Подальше. У меня перепутался стек. Дальше. Нужно делать рандомизатор, давайте найдем. Дальше. Дальше, можно следующий? Вот. Значит, вот мы вот сюда вот все наши варианты вставляем. В группе размещена презентация Игоря Воронича о том, как это именно делать на примере предложения таксфон об участии в бизнесе. Да? То же самое мы можем сделать и для водителей. Зачем это нужно? То есть, когда вы отрабатываете какие-то фразы и потом задаете в рандомизатор, вы получаете наборы вариантов готовых текстов. Даже если вы просто один раз их потом прочитаете, вам хватит разговора на полчаса, вот просто в ролевом раскладе. Эта программа совершенно бесплатная. Она вам организует набор объявлений, набор скриптов, набор текстов. Самостоятельно меняет вам варианты. Выберите самый красивый, самый хороший, сохраните. Перед тем, как идти навстречу, перечитывайте. Достаточно 10 вариантов текста для того, чтобы, если вы получаете неожиданный вопрос, вы просто поймите, зачем это делается. Для того, чтобы у вас на автомате возникали нужные фразы. Чтобы вы не думали, не нужно думать. У вас все должно идти, как у ребенка, который стоит на стульчике и рассказывает стихи в Новый год. Можно нам обратно вернуть? Да, вот давайте вот сюда. Значит, что такое холодные контакты? Холодные звонки, как и холодные личные встречи, они должны, какая-то у них должна быть цель. Цели у вас может быть две. Да? Это сразу подключение человека на месте, либо это перенос встречи на какое-то другое время, назначение даты времени. Понимаете, да? Соответственно, когда вы четко понимаете цель, а она у вас, можно назад слайд? Назад. Не, вот так, структура. Вот у нас есть такой вопрос. Есть 10 минут для делового разговора? Да? Вот здесь у вас отмечается цель. Да? То есть либо это новая встреча, либо это подключение на месте. То есть либо у человека есть на вас время, либо его нет у вас сейчас. Давайте. Значит, второй момент, к которому вы должны быть готовы. Соберите максимум информации о том, куда вы идете именно сейчас. Допустим, вы идете на вокзал, там своя специфика, вы должны понимать, с кем вы встретитесь. Что у вас может быть мобила на вокзале, а может быть на вокзале и обычный водитель-совместитель, который вот просто сейчас свободен и стоит, ждет заказ, может взять его отсюда. Такие люди там тоже есть. Ясность. Собеседник должен четко понимать, кто вы такой. Для этого у вас должна быть отработанная речь. Без мямлений, без покраснений, без придыханий, без всего остального.
возражения. То есть вы должны четко отработать уверенность. Да? Как только замялись, все, считайте, вы потеряли. Можно дальше. Так, итак, работа с возражениями. С возражениями достаточно типовые рекомендации я вам даю, да? Как в любом другом бизнесе. Первый – это принятие любого возражения. Например, вам возражают там, сырое предложение. Да, сырое, но мы же его тестируем. У нас стадия тестирования. Вы подключаетесь для тестирования. Понимаете? Да? То есть вы на любую такую вещь должны ее принять, присоединиться, что да, оно, допустим, сыровато. Я тоже так думаю. И поэтому мы вас подключаем для того, чтобы вы его тестировали и стало лучше. Да? Дальше, значит, аргумент, который я вам хочу предложить, я думаю, что вы все видели из презентации, это наше конкурентное преимущество. Да? Плюс какие-то аргументы вы должны сформировать самостоятельно. Закрытие. Обязательно. Если у вас были какие-то возражения, добивайтесь ответа, что все вопросы получены. Что вот конкретно в данный момент времени человек у вас все спросил, все, что хотел. Я вам ответил. Вы там, понимаете, когда удобно. И дальше вспоминаем цель. Подключиться, либо назначить следующую встречу. Можно следующую? Значит, я думаю, видели, да, вот эти слайды? То есть это конкурентные преимущества и, соответственно, наши аргументы. То есть то, что мы говорим на наши возражения. Зачем нам это нужно? Вы это должны знать, понимать, уметь делать. Инструменты на встрече. У вас с собой всегда должны быть флайеры, визитки, ежедневники, ручки. Чтобы вы, если даже человек не может с вами сейчас поговорить, вы могли ему что-то оставить, записать телефон, планшет, либо хороший смартфон. Зачем? Иногда требуется, допустим, у вас сидит водитель перед вами и говорит, я готов стать партнером, купить франшизу. И вы ему раз регистрируете в личном кабинете, показываете, проходите верификацию, объясняете ему сразу на месте. Все это. Мобильный интернет должен всегда. Обязательно. Есть такие ситуации, когда, особенно в небольших городах, где работает водитель на рации, у него может не быть денег на телефоне. Допустим, чтобы подключить вот прямо сейчас мобильный интернет, и у вас всегда должна быть возможность этот интернет раздать. Понимаете, да? Если вот у вас человек говорит, я готов подключиться, но вот интернета у меня вот на моем телефоне нету. Понимаете? Взяли, раздали, вот тебе интернет, давай подключайся. То есть не нужно оставлять человека вариант отказаться. Что должно быть еще у вас с собой? Так, у вас есть планшет и смартфон, у вас должна быть подборка фото и видеоматериалов. Это могут быть скриншоты с карты по стадиям развития. Возьмите, найдите самые первые скриншоты, где там 2 машины на страну, и возьмите, сделайте, откройте карту, покажите, вот смотри, как сейчас. Видишь, как красиво, то есть мохнатенькая машинка. Вот. То же самое с обучением. Сейчас вышел ролик от компании очень хороший, обучение по продукту. Именно как работает приложение. Он сразу идет в 2 вариантах. Пассажиры, водители, очень удобно. Есть у нас в группе. Пользуйтесь аккуратно. Коды, которые там сформированы, да, то есть там видно, что регистрируется новый пользователь, по нему обучение возможно. Поэтому вы либо показываете, чтобы при вас человек смотрел и не вводил этот код, вы его лично регистрируете, да, по своему коду. Либо вы отсылаете это как обучающий материал уже тем, кто подключился без вас. Допустим, вы видите по ссылке у вас, по объявлению подключились люди. Рассылайте, пожалуйста, человек уже ваш, да, в компании подписание запрещено, чтобы вы знали. Анкетка водителя. Анкету вы можете вести в ежедневнике, можете вести отдельно. Зачем это нужно? Для вашей последующей активной работы с водителем. Чтобы вы могли там же в будущем отметить, что вы человеку позвонили, есть ли какая-то динамика, пользуется, не пользуется приложением, есть, нет поездки, есть ли вопросы, да? Чтобы вы могли отследить собственную работу. Это к вопросу об управлении бизнесом. Дальше. Так, организатор мы с вами обсудили. Значит, вот здесь, на этом слайде, есть группа
по обучению. Мне можно сходить, задавать любые вопросы, и все материалы, которые я вам показываю, либо на что ссылаюсь, они все там есть. Значит, где же мы можем найти наших водителей? Значит, мы с вами открываем наш личный кабинет, структуры и бонусы, и мы видим всех водителей, мы видим уровень водителя. Да? Что такое уровень водителя? Это где он у нас находится, наш личник, или это водитель партнера. Водитель сейчас обозначается в системе как новичок. После того, как будет введен личный кабинет владельца таксопарка, соответственно, вы сможете назначить всех водителей в будущем. Здесь у нас в качестве логина в основном идет номер телефона, имя. Вы имеете возможность позвонить в любой момент любому человеку. Значит, зачем это нужно делать? Вы подключили человека, или он подключился у вас в сети, самостоятельно, по объявлению. Прозвоните и выясните, какие у человека возникли сложности. Или просто поблагодарите его за подключение. Я вас вижу в системе, мы с вами сотрудничаем, я ваш менеджер. Я вас буду контролировать, все вопросы ко мне. Через неделю, через 2 позвоните еще раз. Не возникло ли у него каких-нибудь сложностей? Может быть, есть какие-то другие водители, которым нужно оказать помощь в подключении, обучении. Готов ли человек приехать в офис на обучение? А вы так человека подготавливаете к тому, что, допустим, у нас сейчас будут проводиться встречи водителей в разных городах, и в определенный момент вы ему позвоните и скажете: приезжайте на встречу, будет большая презентация компании. Понимаете? Дальше. Можно слайд? Значит, вот этот вот скриншот был сделан до введения бонуса. То есть у человека 200 водителей. Это обычный человек, такой же, как и все мы, работает в Томске. Мы с ним составили для вас небольшое такое напутствие. Хватит болтать. Прямо сейчас встань и подключи 20 водителей. Используй все возможные средства, чтобы подключить. Раздача листовок, визиток, ежедневную рекламу в соцсетях, личные обращения к своим знакомым, презентации приложения, подача объявления о найме водителей. Стань примером, брендируйся, принимай заявки пассажиров. Будь сам в сети как водитель. Я надеюсь, что презентация для нас прошла, наш тренинг очень эффективно. Вы вынесли для себя что-то новое. Вам удачи большой. Мы с вами делаем одно дело. Я готова ответить вам на ваши вопросы. Не знаю, будем снимать?